Если вы что-нибудь до этого слышали о безумии, забудьте. Потому что бутылки имеют такую узнаваемую форму, они заполнят почти половину пространства на полках. Разрезаю декаль этикеток на отдельные части и размачиваю их водой. Закрепив литник с бутылками на штативе и вооружившись ножом и пинцетом, перевожу этикетки. А с помощью специальной жидкости все эти декали необходимо закрепить на поверхности, чтобы они не оторвались. Бутылки с молоком я покрасил в белый, а некоторые прозрачные бутылки сделал цветными с помощью витражных красок, чтобы получился лимонад. И остается покрасить только крышки. Всего будет пару десятков видов бутылок различных цветов и форм, а их общее количество более 200. Распечатанные на 3D принтере пакеты с молоком тоже крашу и тоже наношу на них декали, а еще будут жестяные банки. Эти детали самые маленькие из всех. А самыми большими на полках будут коробки. И потому что они такие большие относительно всего остального, коробки помогли заполнить 30% всего пространства. Для начала их вырезал, всего будет больше 10 видов разных коробок. Обратной стороной ножа прохожусь по линиям сгибов, чтобы вот так все хорошо сгибалось. И потом с помощью клея ПВА собираю ее. Кроме простых коробок, которые будут просто лежать закрытыми на полках, будет вот это. Различные крупы, ну или что-то похожее, я решил изобразить с помощью мелких дробленых камушков натуральных цветов, насыпав их в крупные коробки и зафиксировав клеем. Сначала я попробовал запаковать все это в пакеты, но оно выглядело очень неприглядно, поэтому было принято вот такое решение. Еще будут детали из латуни, сделанные методом фототравления. Это пластиковые ящики, их необходимо просто согнуть. И, конечно же, будет тележка. Сгибаю корзину, собираю колесики и приклеиваю их к каркасу на ультрафиолетовый клей. Грунтую и крашу из баллона. А мелкие детали, ручку и колеса, крашу кистью. Тележка будет стоять на складе, поэтому мне понадобится дверь, ведущая в него. Вырезанные лазером детали из шпона склеиваю между собой клеем ПВА. Чтобы дверь не перекосила, прижимаю ее и фиксирую струбциной. Собираю петли, они тоже сделаны методом фототравления, и приклеиваю их к двери. Также приклеиваю ручку и замочную скважину. Вот такая дверь. Изначально я не собирался делать магазин. Это должен был быть один отдел с холодильничком, овощами, фруктами, но, как вы видите, все вышло из-под контроля. Последние пластиковые детали, которые необходимо мне собрать, это деревянные поддоны. Они просто состоят из нескольких деталей и разного вида ящики под бутылки, овощи, фрукты и все остальное. Всю мебель для магазина я буду изготавливать из тонких деревянных досок и реек. Для начала из очень тонких реек собираю вот такую прямоугольную рамку. Дальше эту рамку полностью обклеиваю досками разной ширины. Это будет витрина, сделал вот такие ножки и приклеиваю их. Они будут разного размера, чтобы она стояла под углом. Дополнительно соединяю, чтобы ножки не разъехались, и приклеиваю вот такую вот тонкую рейку, чтобы не сползали ящики. И еще лавочка. Потому что деталей будет очень много, стеллажи решил сделать на 1 см выше необходимого, чтобы визуально отделить ряды друг от друга. Отталкиваясь от размера стеллажей, сначала прикинул примерно, а потом определил точные размеры всех остальных элементов магазина. Стеллажи — основной предмет мебели, и всего их будет 5 штук. Рейки потолще нужны для стоек, а рейки потоньше для фиксации полок. Для начала склеиваю вот такую конструкцию, похожую на лесенку. По 2 штуки на стеллаж, и полки собираю их из досок, склеивая внизу доской потоньше, по 4 штуки на стеллаж. И после этого собираю конструкцию воедино, приклеивая полки сначала к одной стороне, а потом к другой. Чтобы стеллаж не шатался, сверху фиксирую его толстым бруском и приклеиваю кусочек бальса. В завершении обрабатываю каждый стеллаж о тонкую наждачную бумагу, чтобы избавиться от заусенцев. И самая большая часть интерьера — это прилавок. Для него я сделал вот такой каркас из толстых реек. Теперь можно посмотреть, как магазин будет выглядеть.
Облицовывать этот каркас буду пластиком, отрезаю полоски необходимой длины и ширины, а чтобы было поинтереснее, визуально разделю на 4 части, прорезав ножом, чтобы получились отдельные панели. Этот каркас и стеллажи покрашу в полупрозрачный светло-серый, основа из лака и воды и немножко краски. Наношу тонким слоем с помощью аэрографа, таким образом удастся немного сохранить рисунок дерева. А пластик покрашу в виде самоклеящейся бумаги с рисунком мрамора. Для этого точечно наношу краску, жидко разбавленную сине-голубого цвета, а промежутки заполняю белым, практически не перемешивая их между собой. А чтоб вообще все красиво было, весь периметр этой конструкции обклею пластиковыми уголками. А панели визуально отделю друг от друга смывкой. Вот такой вот провинциальный шик. Пластиковые детали для начала загрунтовал. Ящики под овощи и фрукты делаю самыми светлыми, чтобы они контрастировали на фоне своего темного прилавка. Разных овощей и фруктов будет много, и они будут тесно расположены друг к другу, поэтому я крашу их односложно, чтобы они не сливались в одну кучу. Дверка просто будет белой. Холодильник будет светло-серым, вверху алюминиевый профиль, а рамка стекла белая. А красивым он станет благодаря вот такой декали, которую я приклеиваю и с помощью воды выгоняю все пузырьки. Внутрь него кладу немного коробок. И после этого приклеиваю стекло. С помощью темной контрастной смывки отделяю визуально овощи друг от друга. Некоторые из них будут в картонных маленьких коробках, а основная часть в ящиках. Вот такой получился холодильник и вот такие вкусняшки. Теперь помещение магазина «Пол» полностью будет выложен плиткой. Для начала приготавливаю гипс. Потом с помощью кисти наношу в каждую ячейку гипс и дальше заполняю их доверху. После высыхания плиточки вынимаю из формы и эту процедуру повторяю 30 раз, чтобы получить 552 плитки, которые я с помощью клея ПВА приклеиваю на основу из ДВП размером 25 на 25 сантиметров. Первый, третий, пятый ряд. Таким образом заполняю всю поверхность, а после промежутки затираю обычным гипсом. Плитка в основном помещении будет светлая, бежевого цвета. Также в краску я добавил немного глянцевого лака, а склад будет с темной плиткой. Для начала я примерил высоту стен. Дальше мне понадобится пеноплекс, но не для их изготовления, а для того, чтобы сделать форму. Примеряю и расчерчиваю. Также делаю дверной проем и вырезаю его. Получается вот такая форма. Прижав ее к поверхности, заполняю гипсом сначала на полсантиметра, потом в стену вкладываю подложку под ламинат и после заполняю доверху. Их толщина будет чуть более 1 сантиметра. После застывания гипса неаккуратно извлекаю стены из формы. Очень жидко разбавленным гипсом на стене делаю вот такую вот грубую фактуру. Чтобы соединить стены друг с другом, в торце просверливаю отверстие, также отверстие делаю в основании, вставляю туда палочку и соединяю стены с полом. Для склеивания использую клей ПВА и обжимаю струбцинами со всех сторон. Стены в основном помещении будут двух цветов пастельных тонов, светло-зеленый и розово-персиковый, а стены в складском помещении покрасил в голубой. Вот это я дизайнер, конечно. Приклеиваю плинтуса и вставляю дверной косяк. Осталось все эти детали разложить по полочкам. Фрукты, овощи и равномерно по стеллажам распределяю все емкости. На это ушло пару дней. Промежутки заполняю коробками. Масляную краску наношу на плитку, чтобы ее затемнить. Устанавливаю дверь, вешаю карту над столом и несколько плакатов развешиваю в разных местах. В углу будет стоять коробка с коробками, не забываю и про выключатель, и расставляю стеллажи. Тележка будет тоже стоять на складе, и еще там же будет таракан. И в целом, складское помещение я сделал более грязным и менее упорядоченным, чем основное. Для понимания размеров поставлю обычный коробок спичек. Вместо продавца будет код.
Изначально эта работа не затевалась как что-то вот такое. Она должна была быть чисто технической, чтобы разогнать мышление в плане деталей и понять, чего мне не хватает. Но в итоге что-то я разошелся, и получилось вот это. Ставьте классы, делайте репосты и живите здорово.